Привет, я Игорь, инструктор по дрессировке. Есть огромное количество способов и вариантов отработки запрещающей команды. Кажется, я уже на канале разобрал абсолютно все. Остался только один. Отработка запрещающей команды на еду. Делается все элементарно, со щенком с самого раннего возраста. Буквально с 2, даже иногда с 1,5 месяца вы уже можете начинать изучать основы запрещающей команды через этот способ, через отработку на еду. Делается все в 3 простых шага, и дополнительно мы каждый шаг еще делим на простые такие подэтапы, чтобы было проще обучать собаку. В целом всегда у меня дрессировка — это движение по лестнице наверх, от самого простого до более сложного, шаг за шагом, раз за разом. Если у вас не получается где-то там, вдалеке, в тяжелой вариации, среди кучи раздражителей запрет, то вернитесь на пару шагов назад и отработайте запрет на этом этапе, на более простых шагах. И потом смело будете двигаться вперед, к усложнению. У меня было 2 варианта сделать это видео. Сделать очень коротким, с короткой инструкцией, как это сделать, но тогда у многих не получится, потому что есть огромное количество важных деталей. Поэтому я решил разобрать все максимально подробно, и помогут мне в этом собаководы, которые прислали свое видео с отработками запрещающей команды. На них вы увидите ошибки и увидите правильные действия, чтобы вам было проще все это самостоятельно вырабатывать. Правила запрещающей команды остаются прежними. У меня было видео большое теоретическое, где я разбирал основы запретов, потому что не важно, что вы запрещаете. Бобик, не ешь другую собаку, не ешь земли, не надо гнать кошку и так далее. Это все одна запрещающая команда. Это сразу забегая вперед к вот этому запрет на еду. Это фу, запрет на другое, это нельзя. Не имеет значения, что именно вы запрещаете. Запрет всегда означает одно: не делай этого, ты этого не получишь. Также сразу напоминаю, запретами сыт не будешь. Работа с собакой ведется комплексно. Это и запрещающая команда, это и отработка игры, это и отработка базовых команд. Например, в игре вы объясняете свою ласковую интонацию «да, классно, здорово», и показываете строгую интонацию «дай, нельзя» и так далее. То есть работа должна быть комплексной, не надо надеяться на одни запреты. Вы запретите одно, собака пойдет делать другое, потом запретите второе, собака пойдет делать третье. Поэтому работа всегда с собакой комплексная, дрессировка по всем направлениям в обязательном порядке. Давайте перейдем к сути отработки. Вы берете кусок вкусной человеческой еды. Колбаску, сосиску, сырочек, не имеет значения, что вы возьмете, но желательно рекомендую брать не базовое какое-то лакомство, к которому собака привыкла, не брать какую-нибудь привычную еду собаки, а берите что-нибудь сразу максимально вкусное. Так собака покажет свое искреннее намерение, отказывать будет 4 раза тяжелее. Но в этом и есть суть отработки запрещающей команды. Всегда запрет отрабатывать с простого к сложному, но по шагам делайте просто. А еду сразу берите максимально вкусную. Здесь же сразу стоит заметить, не надо звать собаку для отработки запретов. А то получается: «Бобби, ко мне, нельзя!» В следующий раз вы испортите команду «ко мне». И Бобик у вас будет не «нельзя делать лучше», а команду «ко мне» будет делать хуже. Поэтому ни в коем случае не зовем собаку для отработки запрещающей команды. Иначе говоря, всю отработку запрещающей команды мы стараемся делать максимально спонтанно, а не так: «Внимание! Внимание! Нельзя!» И собака знает: «Воу-воу, это не учебная тревога, я знаю, тут ничего не получится». Всегда отработка должна быть максимально спонтанна. И иначе будет самое типичное: вот здесь собака слушает, а вот здесь собака не слушает. Это от вас зависит, а не от собаки в первую очередь. Переходим к первому шагу. Берем еду, закрываем в кулак. Кулак до конца первого шага мы не открываем. То есть еду не надо в кулаке показывать. Не переживайте, собака и так учует, что у вас в руке. Вы же взяли что-то более вкусное и вонючее: сосиску, колбаску, сырочек. И собака замечательно будет у вас пытаться это забирать и так из руки. Не надо показывать в открытой руке и подавать команду «нельзя». Самое, наверное, бестолковое упражнение, потому что у нас половина дресс-элементов построена на том, чтобы собака следовала за едой с рукой. А нельзя, можно быть, не может, никогда и ни в коем случае. Поэтому всегда, когда вы отрабатываете запрет, вы подразумеваете одно: откажись, не делай этого. Поэтому в руке открывать и делать нельзя, нельзя, можно, бестолково, абсолютно. Команде «нельзя», то есть команде «откажись», это не имеет никакого абсолютно отношения. Взяли вкусную еду в кулак и положили на коленку. Да-да, вы находитесь вот точно так же с собакой на уровне ее, то есть садитесь на пол или находитесь там же, чтобы собака имела легкий доступ к еде. И важно, повторяю, вам все равно на собаку.
собаку. Вы просто странный человек, сели с едой посидеть на пол. И отсюда переходим к первому шагу. Запрет попрошайничества. Что начинает делать щенок с рукой? Начинает вылизывать, выгрызать, подбирать, пытаться у вас это забрать. И это и есть первый шаг. Запрет попрошайничества. То есть мы запрещаем собаке пытаться забрать у нас эту еду. И вот на этом этапе точно так же вы запрещаете собаке лизать, кусать, копать. Не абстрактное попрошайничество, а конкретное кусание, лизание, копание лапами, погрызы. Если становится больно, неприятно, тяжело, возвращайтесь на шаг назад, смело и уверенно. В данной отработке вернуться на шаг назад — это приподнять лакомство выше. В этом случае собаке будет тяжелее пытаться его у вас забрать. Щенок может начать прыгать, щенок может начать гавкать, это также запрещается, но это намного проще. И даже если в этом случае тяжело, просто встали, выпрямились и потеряли интерес к собаке. Главное не нависать над ней. Вот это, давай сделай это. И собака смотрит, и что-то он от меня хочет. Я не понимаю, что ты ж хочет. И начнет точно так же прыгать, лаять и попрошайничать любыми другими способами. Долго не задерживаемся, стараемся как можно быстрее усложнять обратно. То есть добились отказа от прыжков и попрошайничества на предыдущем этапе. Это все один шаг. Но это упрощение. Добились на упрощенном варианте, усложнили, обратно руку опустили. И опять запрещаем. Запрет подавать нужно. Мы повторяем запрещающую команду. Самое главное — это своевременность подачи запрещающей команды. Как только собака тянется, я уже могу подавать запреты. Как только собака начинает кусать, уже запрет. Если нужно, я подаю запрет. Но я не просто прошу: нельзя. Я требую: нельзя. Нельзя. Я подаю запреты с каждым разом по возможности по нарастающей, чтобы добиться от собаки полного отказа. Я именно добиваюсь отказа. В этом и отличительная черта. Я не просто надеюсь, что собака выучит слово. Я требую. И если становится тяжело, или собаке очень долго отказывается, либо собака не понимает до конца, вернитесь на полэтапа назад, добейтесь отказа до конца и вернитесь обратно вперед. Добейтесь отказа здесь же. Когда добились отказа, переходим к следующему этапу первого шага. Лакомство в кулаке кладем на пол. Кулак в этот момент точно так же закрыт. То есть вы точно так же собаке запрещаете попрошайничать, подбирать и пытаться у вас забрать эту штуку. Ваша основная задача — не дать собаке это получить. Весь запрет, как я говорил в правилах запрещающей команды, сводится к одному: ты этого не получишь. Не дайте собаке этого получить. Закрыли лакомство в кулаке, и кулак держите на полу, никуда не поднимая. Еще бывает часто такая ошибка, что хозяин на коленке или здесь, или на полу начинает дергать руками и пытаться спрятать от собаки проблему. Никогда не допускайте такой ошибки. Запрет подается максимально квадратно, ровно, чтобы собака у вас не пыталась догнать этот объект. Иначе наоборот, вы говорите: откажись, а сами продолжаете играться с собакой. Конечно, и становится в эти моменты веселее. Требовательная интонация, отсутствие игры и веселья, и собака понимает, что, кажется, он не шутит. Бывает сразу, бывает не сразу. На первом этапе самое главное — набраться терпения и не давать собаке то, что она хочет. Здесь все сводится на том, что собаке скучно становится это делать. Энергии и сил тратит много, а получать она ничего не получает. То есть смотреть на этом этапе на руку можно. Можно даже пытаться подтянуться к ней, но это сразу же запрет. Но получить вот эту вкусняшечку, которая у вас в руке, у собаки не получится. На этом и строится основа обучения любой запрещающей команды на любой раздражитель, который бы это ни был. Не нужно увеличивать физическое воздействие. Многие начинают отталкивать собаку и тем самым еще больше провоцируют собаку уворачиваться от ваших рук. И это превращается в веселую капуэру. А ну-ка увернись-ка. И это уже и не запреты, это уже и не как бы наказание, это что-то такое веселое. Увеличение физического воздействия резкими толчками, сильными шлепками, кассеткой и чем только не советуют. Вы наоборот еще сильнее напугаете собаку, и она еще сильнее будет от вас уворачиваться. В редких случаях, когда вы находитесь вот на этом этапе, лакомство поднято к плечу, и собака прям поставила на вас лапки, вы можете ее аккуратно отодвинуть. Но здесь опять же мы сталкиваемся с той же проблемой. Высока вероятность, что собака начнет уворачиваться от рук или играть в них, огрызаться, это все что угодно. Поэтому это второстепенно. В основе вы замерли и подаете запрет спокойно. Нельзя. Нельзя. Собака отказалась, потому что ей скучно становится, а не потому, что вы физически толкаете, увеличиваете воздействие. Самое главное, когда вы подаете запрещающую команду, не ждать выполнения, а требовать. Прям я настаиваю на этом. А то многие как делают? Нельзя.
и ждут, надеются, что собака вспомнит по генетической памяти, что ж такое эшеребе-геребе. Не поймет собака, это иностранный язык для нее, поэтому нужно требовать, настаивать, не ждать выполнения, а прям настойчиво требовать. Есть микропаузы, чтобы убедиться, есть выполнение или нет. Условно говоря, это выглядит примерно так: нельзя. Да, нет, нет, еще раз, нельзя. Да, нет, нет, еще раз. Нельзя. Да, отказались. Сразу же максимально отставайте от собаки. Не надо над ней нависать. Это самая частая ошибка. Подача запрета, когда собака уже ничего не делает. А что тогда нельзя? От чего нужно отказаться собаке, если она уже ничего не делает? Запрет — это всегда своевременно, именно в момент плохого поведения. И тогда это будет собаке понятно. И как я уже говорил в правилах запрещающей команды, не нужно дополнительные какие-то слова, типа клички, или не делай этого, или еще что-нибудь. Запрет — это конкретная фраза: не делай этого. Все, она самодостаточна. Кличка дополнительная вам не нужна, потому что кличка означает «посмотри на меня». А в данный момент вам без разницы, куда смотрит собака. Главное, чтобы собака у вас не ела вот это и не пыталась это сделать. Но самое главное — добиваться полного отказа. Не бросать посередине, не топившись отказа, оттопитесь отказа и потом отстаньте от собаки, уйдите. И максимальное усложнение первого шага: вы лакомство кладете на пол, накрываете ладонью. В эти моменты вы запрещаете собаке также попрошайничество. Собака будет пытаться где-то со стороны пола подлезать, подкопать. Добейтесь отказа, покажите собаке, что после команды «нельзя» ты этого не получишь, как ни пробуй. Добились отказа. И если даже щенок опять возвращается обратно, ничего страшного, не спешите, доведите до конца. И спокойно мы отсюда как раз таки перейдем ко второму шагу. Если на первом шаге мы запрещали собаке попрошайничество, то на втором этапе мы запрещаем именно подбор еды. И когда у вас рука накрыта вот на этом этапе, мы отсюда переходим ко второму шагу. Мы приоткрываем руку и запрещаем собаке даже смотреть на еду. Любой взгляд и интерес к еде на полу — это одно желание — сожрать. Там нету никакой другой мысли. А интересно, это у нас камамбер или голландский? Интересно, это колбаса у нас свино-говяжья или куриная? Нет, сожрать — одно действие, всего лишь возможно с этой едой. И поэтому смотреть, интересоваться этой едой на полу мы уже собаке не даем. Практика показывает, что если хозяин медлит и позволяет собаке смотреть на еду, собака попробует это подобрать 100%, рано или поздно, сразу или нет. И потом на улице та же самая история. Собака смотрит на еду и коварно задумывает, а как же получится это хитро получить. Поэтому любой взгляд на еду — это одно желание — сожрать. И мы уже подаем запрет до полного отказа, отворачивания от этой штуки. Смотреть на еду уже нельзя. 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 Если вдруг собака тянется, пытается подобрать, ничего страшного, просто сразу накрыли рукой и вернулись, получается, на предыдущий шаг. Напоминаю, на первом шаге смотреть на руку можно, то есть еда находится у вас, она к вам относится, она у вас, у нас половина тресс-элементов на это построена, поэтому смотреть на хозяина с едой можно, но на еду без хозяина, который никак к нему не относится, запрет в обязательном порядке. И наберитесь терпения, очень часто бывает, что этот шаг очень много времени занимает, что хозяин постоянно кладет руку обратно, обратно. Особенно на этом этапе я сразу вижу на онлайн-занятиях, кто делал нельзя можно, а кто добивался полного отказа. И вот собака с нельзя можно, она смотрит и смотрит на еду, а хозяин нельзя, а собака такая: да-да, я дождусь. То есть отказа не было. Отказа в этот момент у собаки не происходит. Собака дожидается этого объекта. А это уже противоречит запрещающей команде. Вместо «откажись» и делай это, вы получаете реакцию «дождись», и ты это получишь. Никогда ни в коем случае такого быть не должно. Только полный отказ нас устроит в запрещающей команде. Поэтому этот этап требует многократного повторения. По крайней мере, это частое явление. Если получилось быстро, это хорошо. Но наберитесь терпения. Если у вас не получается, не переживайте. Это нормальное поведение для необученной собаки. Многократно попытаться этого получить. Потом еще сзади обходит, с этой стороны пытается, с этой стороны, и сделает вид, что не заинтересован. Но любое, даже случайное поглядывание на еду — это уже запрещающая команда. И полный отказ только вас устроит. Если собака издалека просто посмотрела на еду, уже надо сказать нельзя. Но не надо обесценивать строгость интонации. Спокойно скажите нельзя. Спокойно, ровно, без какой-либо грубости и жесткости. А если собака уже бежит, вы можете подать команду еще
еще раз строже, на порядок строже. И если собака приближается, сразу же накрыли рукой. Руку точно так же долго не держим, как и на предыдущем этапе. Стараемся сразу же усложнять по мере возможности. Главное добиваться отказа на каждом этапе, на каждом шаге. Нет. Нет. Нельзя. 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 То есть на втором шаге мы всегда ориентируемся по взгляду собаки, и это основная проблема подпора на улицу у всех владельцев. Они позволяют собаке смотреть на еду, а собака, не глядя, не съест еду. Ей нужно посмотреть, прицелиться, оценить и потом резко съесть. Поэтому смотреть на еду уже нельзя. Категорически, абсолютно и полностью. Особенно, когда вы это намеренно отрабатываете, вы знаете и видите поведение собаки. И маленький лайфхак наперед, и будут еще темы видео подбора на улице. Здесь точно так же вы видите, как собака ведет себя, когда она видит еду. Поэтому внимательно следите за собакой, наблюдайте, но не нависайте. Делайте вид, что вы занимаетесь своими делами. Добились отказа, гладьте стены, пейте шкаф, занимайтесь своими обычными человеческими делами. Вставайте, отходите, но только собака смотрит на еду, на этом шаге сразу же запрет, моментально. Если ваша собака зациклилась на этом объекте и смотрит на него, высока вероятность, что собака броском кобры попытается эту штуку собрать, а потом это перевоспитывать будет еще тяжелее, намного и на порядок. Поэтому сразу добивайтесь отказа по взгляду на еду. Если же собака смотрит на вас, куда-то в сторону, вам это никакого значения не имеет. Вам без разницы, куда смотрит собака. Вы говорите: не суй пальцы в розетку, не сиди рисуй или что-то там делай. Вы говорите: вот это не делай. Все. Это самая простая задача для собаки. Просто вы говорите ограничения на определенное поведение, а не конкретно задачу для какого-то другого поведения. Ведь собаке непонятно, почему деньги с пола нельзя подпирать. Да, вот это ресурс для вашей собаки, это своеобразные деньги. И собака говорит: хозяин, ну 5000 лежит. Ну не хочешь сам, ну дай мне. Ну не хочешь так, давай поделим пополам. А мы должны объяснить: нет. В культурном обществе так не принято. Не бери эти деньги с пола и точка. Без объяснения причин, потому что собака так и не поймет ни в коем случае. Вам нужно просто объяснить нет и все. В этом и суть запрещающей команды. Отсюда, от второго шага, мы переходим к третьему шагу. Запрет на поиск еды. Вынюхивание еды вокруг. Когда ваша собака на этом шаге или предыдущем первом учуяла какую-то колбаску и сырочек и ходит вокруг и ищет, а может что-то где-то еще валяется, это тоже запреты. Поиск еды — это тоже одно желание — сожрать. Не надо себя обманывать, что собака интересуется местностью в этот момент. Комната по-новому пахнуть не стала. По-новому не стала пахнуть какой-то там линолеум, пол или еще что-то подобное. Вы знаете, что собака в этот момент учуяла вкусную еду и ищет, может, где-то еще что-то осталось. Поэтому на третьем шаге, когда вы поднимаете еду с пола, вы запрещаете искать там же еду. Вынюхивание того же места — это сразу запрет. Потому что собака бежит искать и думает об одном: а вдруг что осталось? Ну а вдруг кусочек, ну капелька, ну что-то такое маленькое, может быть миленькое. Сразу запреты в обязательном порядке. Даже если что-то там осталось, ты этого не получишь. Вот что мы говорим собаке в этот момент одной запрещающей команды. И самое главное, когда вы убрали еду с пола, следите за собакой дольше. Она попытается понюхать вокруг, а может что осталось, ну капелька, ну кошечка. И будет вокруг пылесосить цвета. Обязательно запреты до полного категоричного отказа. Если же собака подбегает и пытается прям вылезать это место, мы возвращаемся к предыдущему шагу, накрываем рукой то самое место, где собака пытается его вылезать, выкусить, выгрызти или еще что-то сделать. Накрыли рукой, добились отказа, сразу пытаемся руку убрать. Все на том же и построено. Там остаются крошечки, капельки, что-то такие маленькие кусочки, которые тоже доставляют собаке удовольствие и приятные ощущения. И их тоже нельзя давать собаке получить после запрещающей команды. Ведь команда нельзя означает что? Правильно, откажись, ты этого не получишь. Нельзя. Нет. 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 Нельзя. Нельзя. Запомните,
Всегда собака прямо вам показывает, что она хочет делать. Вам всего лишь нужно ориентироваться по действиям собаки. Собака прямо смотрит на то, о чем она думает. Понимая, куда собака смотрит, вы поймете, что собака хочет сделать. Ограничения есть у всех живых существ, и это нормально. Ничего плохого в ограничениях нету. Пальцы в розетку несу, из окна не вылазь и так далее. Но у животных в этом плане, в естественной среде, ограничениями являются границы жизни и смерти. Мы не рискуем своими собаками, мы сами, как в кавычках родители, как вы себя называете, не имеет значения, хоть вожаками стаи, это вообще ничего не меняет. Вы показываете собаке, что можно делать, а что делать нельзя, объясняя ей в этот момент, в момент текущего поведения. Пока вы не отработаете запреты, на таких простых шагах тяжело будет двигаться дальше. Этот шаг очень сильно помогает ребятам с покусами рук, очень сильно помогает с запретом лая, потому что запрет он всегда один, но отработав его на простых шагах, вам проще будет двигаться дальше. Помните, ребята, все только в ваших лапках, только от вас зависит поведение вашей собаки.